you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим крутые трибридные внутриканальные наушники от компании Penon стоимостью $349. И поставляются они в небольшой фирменной коробке с минималистичным оформлением, где лишь только тут на лицевой части имеется логотип компании. И называются эти наушники Fan 3S. И за звук в этих наушниках отвечает два динамических драйвера диаметром 6 мм. Еще используется один арматурный излучатель от Sonion для средних частот и один арматурный излучатель от Knolls для высоких частот. Ну и завершает все это дело, конечно же, полнодиапазонный 10-мм драйвер костной проводимости, а чувствительность составляет 109 дБ, и они получили сопротивление 12,5 Ом. И на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. Кабель Penon OS 133 с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Два набора силиконовых амбушюр. Фирменный кейс для хранения наушников. Стяжка для кабеля. Щеточка для чистки наушников и прищепка. Ну и специальный инструмент для настройки переключателей. Эти наушники довольно крупные и были изготовлены полностью из смолы с очень привлекательным оформлением лицевых панелей с изображением зеленых деревянных островков на фоне океана. И надо признать, что они действительно сразу привлекают внимание. И лично мне очень нравится их в какой-то степени яркий и неповторимый внешний вид. А также обратите внимание, что тут на левом наушнике имеется надпись Penon, а на правом было указано название этой модели Fan 3S. Ну а здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом с ним находится небольшое отверстие для компенсации, которое хорошо справляется со своей задачей, так что проблем с драйвер-флексом у этих наушников нет. Ну и конечно тут сзади находится специальный и единственный переключатель для драйвера костной проводимости, который можно включать либо выключать уже по своему желанию. Но я сразу вам скажу, что от себя я определенно вам рекомендую включить его буквально сразу, так как он нисколько не портит звук этих наушников, а напротив делает прослушивание уже куда более интересным. И кстати, обратите внимание, что тут есть два маленьких винта и две специальных прорези для лучшей работы драйвера костной проводимости. А вот звуковод у них был выполнен из металла, его длина составляет 4 мм, диаметр 6 мм, и он получил небольшой бортик для более лучшей фиксации амбушюр. И конечно был прикрыт защитной металлической сеточкой. Ну а в плане удобства эти наушники просто идеальны, причем настолько, насколько это вообще можно себе представить. И серьезно, друзья, но эти наушники просто идеально сидят в моих ушах и не дают ощущения какого-то стеснения или дискомфорта, а также обеспечивают очень плотную и удобную посадку с хорошим прилеганием и отличной звукоизоляцией. И они действительно удобны, да так, что я могу слушать музыку в течение длительного времени без какого-либо дискомфорта. А вот чтобы раскрыть потенциал этих наушников в полной мере, я вам определенно советую от себя приобрести к ним такой топовый кабель, как Penon Apex стоимостью $219, либо Penon Asos Plus стоимостью $215, ну либо Penon Space за $99, и он точно будет уже лучше, чем стоковый кабель. К тому же он уже модульный, хотя по звуку все же уступает старшим моделям. Ну а приобрести трибридные наушники Penon Audio Fan 3S вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Penon Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте penonaudio.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников вы найдете в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников Penon Audio Fan 3S при активированном переключателе. И все дело в том, что измерительный микрофон просто не может зафиксировать явной разницы между деактивированным
заблокированным и активированным переключателем. Поэтому, друзья, я решил просто использовать только этот график, так как все это время я все равно слушал эти наушники именно с включенным переключателем. И как вы можете видеть, эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины и с дальнейшим переходом к области верхней середины, где основной акцент приходится почти четко на 3 кГц и идеально соответствует моему таргету. Поэтому эти наушники меня не утомляют, и я могу их слушать долго и без усталости. А вот высокие частоты тут хоть и не бьют какие-то рекорды, но они довольно хороши, так как затухают лишь только после 13 кГц. И это сразу дает нам понять, что по своему характеру эти наушники точно будут не яркими. И в целом, на мой взгляд, перед нами та самая фирменная олдскульная настройка Phenon, но уже с некоторой ноткой современности. И надо признать, друзья, это уже довольно интригующе, ведь никто больше не делает так, как это делают Phenon. Поэтому давайте теперь обсудим, как все это уже ощущается на практике. Низкие частоты в этих наушниках — это точно не про басхедность, и это чувствуется буквально сразу. И на мой вкус их тут ровно столько, сколько нужно, чтобы баланс ощущался более правильным. Бас в этих наушниках уходит достаточно глубоко, он плотный, уверенный, дает хороший фундамент и добавляет глубины, но при этом не перетягивает на себя все ваше внимание, а просто делает свою работу и остается четко на своем месте. А вот мидбас уже играет как раз таки более заметную роль. Он как будто берет и связывает весь нижний диапазон в единое целое, за счет чего звук становится плотнее, насыщеннее и собраннее. Удары ощущаются четко с нормальной атакой и без какого-то лишнего хвоста. И за счет этого все звучит упруго, с хорошей динамикой и без ощущения какой-то рыхлости или перегруза, как уже в более басхедных моделях. И что мне здесь особенно прям нравится, так это, друзья, текстура. Бас тут не просто обеспечивает массу, а он передает характер и структуру всех треков, будь то, например, электроника или рок, и вы сразу чувствуете разницу в подаче. И есть то самое ощущение слоистости, за счет которой он воспринимается более живым, а не как какой-то единый сплошной гул. А вот когда включаешь уже переключатель костной проводимости, это ощущение становится еще интереснее. Он не делает баса больше, но добавляет плотности и телесности, особенно в мидбасе и нижней середине, за счет чего звук становится чуть более собранным и тактильным. Но это точно не тот эффект, который сразу бросается в уши, а наоборот, он раскрывается постепенно, когда начинаешь слушать разную музыку, и потом уже ловишь себя на мысли, что без него уже чего-то немного не хватает. И в итоге бас здесь ощущается очень зрелым и универсальным, без перегибов, без попытки давить количеством, но с хорошим контролем, текстурой и плотностью. А вот средние частоты здесь цепляют практически сразу, и сначала я, правда, думал, что они будут ближе к Phenon Quattro, то есть довольно-таки мягкие, спокойные и чуть более в теплую сторону. Но нет, друзья, буквально через пару треков я понял, что характер совсем другой. Они уже гораздо ближе к духу, к Phenon Dome, более насыщенные, более выразительные и с такой энергией, которая реально заставляет вас слушать музыку дальше. И вокал Фантриас явно выходит вперед, ощущается ближе, чем в Quattro, но при этом он тоже не утомляет, он живой, с нормальной плотностью и остается естественным в своей подаче. И что важно, что даже мелкие какие-то детали, вроде там малых барабанов или каких-то фоновых акцентов, хорошо читаются, звучат четко, но никогда не выбиваются из общего баланса. И вообще в целом середина здесь ощущается очень собранной и цельной. Инструменты не сливаются, у каждого есть свое место, своя фактура, и подача получается за счет этого хлесткая, вовлекающая и прям с реально хорошей динамикой. То есть это точно не про сухой и мониторный звук, поскольку здесь есть и эмоция, и некоторое движение, и за счет этого музыка реально будто сама по себе оживает. А вот если включить еще переключатель костной проводимости, то появляется чуть больше плотности и немного тепла, и звук как будто бы в целом насыщается по тембру. Но опять же, это безусловно не резкое изменение, а скорее такая тонкая доработка, которую начинаешь замечать уже со временем, и потом уже точно не хочется возвращаться обратно. В общем, середина получилась живой, очень выразительной, с хорошей текстурой и динамикой, и именно она во многом держит все звучание, делая его вовлекающим и по-настоящему музыкальным. Да так, что оторваться от прослушивания вам точно не захочется.
Ну а высокие частоты звучат весьма комфортно, зрело и деликатно. Они никогда не утомляют слух, но при этом обеспечивают именно ту степень детализации, которая необходима вам для того, чтобы было легко уловить все нюансы музыки и ощутить ее глубину. То есть примерно на том же уровне, как у Quattro и Dom. И в результате тарелки, легкие щелчки на фоне и перкуссия звучит четко и естественно. При этом ни одна деталь не вырывается уже на передний план, поскольку все кажется словно органично сбалансированным с низкими и средними частотами. То есть да, эти высокие частоты словно тщательно были вплетены в музыку, добавляя необходимой воздушности, легкости и ощущения пространства, при этом не теряя более естественной передачи инструментов и вокала, и создавая ощущение, что каждая деталь в некотором смысле уже с самого начала как будто была частью композиции. И именно благодаря такому подходу в этих наушниках слышны даже самые мелкие нюансы, будь то легкие атаки инструментов, дыхание вокалиста или фоновая реверберация. И при этом все это подается естественно, плавно и сдержанно, без каких-то там резких переходов или какой-то там сверханалитической остроты, характерной уже как раз таки для более ярких и сверхтехничных моделей. И в итоге именно такие высокие частоты Fan 3S хорошо дополняют картину общего звучания. Они точные, излишне ненавязчивые, но достаточно информативные. Они хорошо добавляют объем, воздух и реалистичность, делая звучание более целостным. И именно поэтому при прослушивании возникает четкое ощущение, что это именно те высокие частоты, которые необходимы, чтобы вся картина звучала так, как и должна. Ну а звуковая сцена здесь ощущается очень правильной, поскольку она достаточно широкая, но точно без какого-то искусственного растягивания. Все звучит естественно и убедительно, и есть как ощущение пространства, так и глубина. И музыка не просто играет где-то у вас вот четко ровно в голове, а как будто бы даже разворачивается прямо перед вами. Кроме того, разделение слоев и локализация, на мой взгляд, здесь в этих наушниках получилось оптимальной, так как ясно слышно, что все инструменты были расположены на разных слоях, каждый звучит со своим характером и глубиной, и вместе они создают уже более целостную и структурную картину. Но да, конечно, друзья, это не та звуковая сцена, рассчитанная на какой-то там моментальный вау-эффект со словами «какая же она супер широкая», поскольку это точная и музыкальная картина, где все звучит правильно и очень убедительно. И эта звуковая сцена безусловно не пытается вас поразить какой-то искусственной масштабностью, а скорее увлекает, погружает и позволяет слушать музыку, долго улавливая каждый нюанс и движение в пространстве. И все это как раз таки благодаря ее естественности и точному воспроизведению. В общем, звуковая сцена здесь представляет собой хорошее сочетание ширины, глубины и четкости, где каждый звук имеет свое место, а общая картина воспринимается очень убедительно и настолько музыкально, насколько вообще это возможно. И она как будто бы просто берет и подталкивает вас к чуть более внимательному прослушиванию, одновременно создавая ощущение, что вы сейчас находитесь прямо в центре записи. И это, друзья, просто незабываемое ощущение. Ну а вывод у меня получился таков. Phenon Fan 3S — это уникальные трибридные наушники с насыщенным и сбалансированным звучанием и фирменным неповторимым характером Phenon. Да, они не самые технически совершенные, но все же в них есть своя особенная магия, которая буквально заставляет вас возвращаться к ним снова и снова. И дело не в сверхдетальном и хирургическом анализе, а именно в ощущении музыки, в погружении в нее и в том самом моменте, когда вы просто нажимаете play и не хотите останавливаться. Именно поэтому, друзья, мне очень нравится то, что делают Phenon, потому что, как по мне, они создают наушники, которые не пытаются быть похожими на кого-то еще, со своим собственным видением и характером. Я бы в целом сказал, что они точно вообще не звучат как другие бренды, то есть Fan 3S не копирует, а предлагает вам собственное видение звука. И именно в этом, я думаю, как раз и заключается их главная сила. Ну а все ссылки на покупку этих наушников и кабелей для них будут в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.